с нашими интервьюерами. 2026 года позади, и завершился он блестящей произвольной программой Петра Гуменника, который впервые для себя победил на соревнованиях такого уровня на чемпионате России. Теперь у него полный комплект наград чемпионатов России есть. Петр, мы тебя поздравляем. Ну, по горячим следам, может быть, есть что сказать публике, которая сегодня невероятно тебя поддерживала. Да, спасибо вам и публике, конечно, огромное спасибо. Без вас было бы гораздо тяжелее. Я когда вышел и услышал, насколько громко меня поддерживают, я почувствовал эту зрительскую любовь, и она выразилась в моих четверных в качестве исполнения некоторых кружков хороших. Вот, поэтому спасибо вам большое. Сегодня в последних двух разминках страсти невероятно накалялись, ребята катались на свой максимум один за одним. Ты из тех спортсменов, которые смотрят выступления предыдущих ребят, или ты полностью абстрагируешься? Как ты сегодня настраивался? Потому что, во-первых, зал был очень громким, и, в принципе, по аплодисментам было понятно, кто как что прыгнул и кто как откатался. Ну, я обычно так подглядываю чуть-чуть, чтобы, там, не знаю, одна половина мозга воспринимала информацию, а другая все-таки продолжала готовиться к своему прокату. Но сегодня, честно говоря, было не оторваться от экрана, который там стоит возле раздевалки. Я почти всех спортсменов посмотрел, и правда, были эмоциональные такие качели. Кто-то, от кого не ожидали, выступил, откатал чисто, очень хорошо. Кто-то, может быть, от кого ожидали, не справился с чем-то. И, в общем, я уже кучу эмоций отдал до своего проката и даже чуть-чуть переживал по этому поводу. Но когда зал просто взорвался аплодисментами, еще просто вот когда только я вышел, я понял, что заряд он будет, он полный. Ну вот сейчас нам как раз показывают то, как ты готовился к своей произвольной программе в коридоре. Расскажи, что происходит в голове в этот момент, и прокомментируй прямо свои действия, чем ты сейчас занимаешься. Ну вот в тот момент, я помню, Матвей закончил свой прокат чистый. Там кто-то плачет, кто-то ликует, кто-то аплодирует. Всех показывают, у всех просто какие-то беспредельные эмоции. А тебе в этот момент нужно там вспоминать, куда левую ногу перед луцем засовывать. И это все смешивается. И непонятно даже о чем в этот момент, на чем концентрироваться. Все болельщики уже точно знают, что у Петра Гуменника есть своя тактика определенная. Твоя тактика подготовки к самому главному старту, который мы всей страной ждем. Ну, мне Влад Дикиджи дал совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять. Вот. Я ему доверяю, он мой друг. Вот. Поэтому стараюсь кардинально что-то слишком сильно не менять, а продолжать работать так же, как я работал до этого. Просто быть скорее умнее, делать работу более умно, чем более объемную, потому что от объема может случиться травма или еще что-нибудь нехорошее. Качеством, а не количеством. Да, можно так выразиться. Петь, ты собрал полную коллекцию медалей чемпионатов России. Теперь у тебя есть и бронза, и серебро, и золото. Какая медаль самая сложная для тебя все-таки была? Ну, все были непростые, все прокаты. На всех я выкладывался полностью, отдавал всю энергию. Но самое запоминающееся, наверное, все-таки вот серебряное. Как ты и говорил, помню, мы общались также после соревнований. Я был расстроен, то что у нас с Женей были одинаковые баллы, но я все-таки стал вторым. Но ты, Макс, сказал, что не переживай, через некоторое время расстройство пойдет, а тот уникальный случай останется в памяти, и он будет скорее даже радовать. И так и произошло. Ну что ж, видите, какие я тоже иногда даю советы нашим спортсменам, чтобы они не отчаивались. Может быть, ты дашь какой-то совет, какие-то пожелания нашим уважаемым зрителям в преддверии Нового года, как поэт, которого ты изображаешь на льду? Ну, в преддверии Нового года желаю вам счастья и собраться со своими близкими, встретиться, чтобы не было, как у Онегина с Татьяной, чтобы вы собрались,
под Новый год все вместе и дружно отметили. Спасибо большое, Петя, за эти пожелания. Но не могу не спросить, как проходила твоя подготовка к этому чемпионату России. Мы знаем, что ты ездил на тренировочный сбор. Ты звонил, может быть, созванивался после короткой программы, еще какие-то настройки получал от Рафаэля Арутюняна, с которым ты продолжаешь сотрудничать. Да, перед чемпионатом России я потренировался у Рафаэля Владимировича. Он мне там ставил технику, дорабатывал, чтобы прыжки были более качественные. И вот мне кажется, сегодняшний флип, луц и ридбергер, вот эти самые сложные четверные, получились и правда очень хорошо. Мне кажется, Рафаэлю Владимировичу они бы понравились. Вот. Но мы работали так, чтобы полностью эта работа была завершена к Олимпиаде, потому что когда ты наполовину только еще что-то себе апроприировал, это может не так хорошо работать. Поэтому сейчас вот последнюю неделю я занимался в основном с Вероникой Анатольевной, которая меня очень хорошо знает, уже давно знает мои особенности физические, психологические и прочее. И она мне помогала вот эту технику на меня наложить, чтобы она хорошо работала вместе со мной слаженно. А как тебя настраивали тренеры? Потому что мы видели, что перед прокатом Тамары Николаевны Москвина вместе с твоим тренером Вероникой Дайнеко тебя настраивали. Что они тебе говорили? Тамара Николаевна сказала, что она уходит на важную встречу, вот, но никак не может посмотреть мой прокат, но знает, что по моему трезвому взгляду, точнее, она определила, что я готов и буду показывать только правильные, вот, да, вот тут она это говорила, только правильные движения, и посоветовала только в голове один раз еще все это отрепетировать и уже ни о чем не думать, просто делать то, что я натренировал. А Вероника? Вероника Анатольевна напомнила мне те вещи, над которыми мы работали после короткой программы, вчера на тренировке, на сегодняшней тренировке. Вот, она боялась, что я забуду, но я на самом деле это держал в голове, вот, но она убеждалась в этом. Вот мы уже обсудили, что ты смотрел своих соперников. Ты вообще из тех спортсменов, кому легче выходить на адреналине, потому что есть такое у нас понятие в спорте, как плюс старт и минус старт. Кому-то этот физиологический вот этот адреналин, он помогает вкручиваться в прыжки и добавляет концентрации, а кого-то наоборот сильно разматывает из-за того, что просто-напросто нервничать начинает. Ты вот из какого класса спортсменов? Кому это помогает или все-таки стараешься держаться подальше от такого ощущения? Ну, мне кажется, у всех людей, когда они чувствуют вот этот адреналин, у них физические способности, они улучшаются, увеличиваются, и ты можешь выше прыгнуть, резче скрутиться. И то, как ты это будешь использовать, уже зависит от тебя. Нужно справиться и с волнением психологически, чтобы там ни на чем не зациклиться, чтобы это в плюс сработало. И технично прыгать, чтобы вот это более резкие, более сильные движения тебя не сбили. Так что, мне кажется, любой спортсмен может научиться использовать это себе на пользу. Петь, не могу не спросить, как будешь готовиться к Новому году? Осталось буквально чуть больше недели. Какие планы на вот эти праздничные, предпраздничные дни? Планы еще не строил. Завтра отдохну. После этого до Нового года, думаю, покатаюсь, постараюсь как-то больше себе в удовольствие покататься, чтобы это мне приносило радость. Это очень полезно, так иногда покататься, хотя бы там раз в месяц. А потом, уже после Нового года, нужно будет снова вот эту физическую форму нарабатывать, катать много программ, что может быть не так приятно. Вот, поэтому, наверное, наслажусь последними приятными деньками. Наверное, многим зрителям интересно, почему фигуристы на Новый год не отдыхают по много дней, потому что, ну, да, там с 30 по 10 многие, да, не работают. Мы себе такого позволить, фигуристы, не можем. Вот у тебя максимум дней, которые ты можешь отдохнуть без потерь в координации, без потерь в физической силе, без потерь в прыжках. Ну, я, на самом деле, быстро теряю форму,
поэтому мне, наверное, больше недели нельзя отдыхать. Тем более, что потом у меня такой важный старт, и я, в принципе, и так свеж. И мне лично хочется последний вот этот месяц-полтора использовать, чтобы еще себя улучшить в тех моментах, в которых я еще могу. Ну, не могу тогда не спросить про новогодний стол, что позволишь себе, может быть, лишнего съесть на пару мисок оливье больше, Вообще, чем обычно. Эта тема вообще про тебя? Следишь за тем, как ты питаешься перед главными стартами? Да, в целом слежу за своим питанием, стараюсь есть поменьше, потому что, как-то в последнее время с возрастом почувствовал, что килограммы некоторые могут мне мешать. Вот, и где-то 1,5 года назад, наверное, впервые столкнулся с проблемой того, что лишний вес мне мешает. До этого все-таки, когда был растущим организмом, я не следил. Вот. Но теперь вот научился следить и держать себя в форме. Впереди самая приятная часть — это награждение, ну и, конечно же, показательное выступление. Каким номером порадуешь публику в этот раз? Это будет сюрприз, но я думаю, вы меня узнаете. Тут уже кто-то подготовился, я вижу. Фанаты всегда готовы. Да, действительно, у Петра Гуменника фанатов огромное количество, и я уверен, что их еще прибавится после этого сезона, где ты так блестяще выступаешь и завоевал путевку на Олимпийские игры. Ты планируешь где-то еще выступать, помимо главного турнира для тебя в твоей жизни в этом сезоне? Да, планирую на главных стартах календаря этого года участвовать, тем более, что вот финал Гран-при России сделан чуть попозже, в марте, поэтому планирую на нем выступить. Еще с Вероникой Анатольевной мы заметили тенденцию, что когда у меня старты идут подряд, то на втором старте я получше выступаю, поэтому думаем над тем, чтобы выступить на чемпионате Санкт-Петербурга в январе. Ну, это действительно будет огромным подарком всем твоим болельщикам и твоему родному городу, ведь ты украшение любого турнира. Но у нас уже совсем скоро начнется награждение победителей, призеров чемпионата России 2026 года, который был таким длинным и таким ярким, и с такими неожиданными результатами буквально в каждой дисциплине. Мы вынуждены тебя отпустить готовиться к награждениям, потому что тебе все-таки нужно еще вновь зашнуровать ботинки и выйти на этот лед уже за самым приятным, за своей золотой медалью. Еще раз поздравляем тебя и не смеем больше задерживать. Ваши аплодисменты, Петр Гуменник. Всем большое спасибо за поддержку. К нам с Евгенией присоединяется Анна Щербакова, которая поделится своими эмоциями от такой невероятной борьбы, от такого накала, который был в этой сильнейшей и не только сильнейшей разминке на чемпионате России среди мужчин. Ань, тебе слово. Это правда. Сильнейшая разминка очень порадовала своими выступлениями. И мне кажется, хоть я и не выступала, но даже у меня есть вот это некоторое такое опустошение, когда хочется посидеть, еще подумать и снова переварить эти эмоции, которые мы испытали от произвольных программ наших мужчин-одиночников. Конечно, безусловно, поздравления тройке призеров, но нельзя не отметить Матвея Ветлугина, потому что сегодня это просто был прокат жизни. И в короткой программе он справился, и в произвольной, и те эмоции, которые он нам подарил своим катанием, это было просто незабываемо. Так что наши ему поздравления и спасибо за этот прокат. Ну и, конечно, тройка призеров. Про Марка Кондратюка мы уже говорили, потому что он выкарабкивался с довольно дальней позиции и справился с этой задачей. Евгений Семененко, просто очередной раз поклон ему и его чемпионскому несгибаемому характеру, потому что он вновь показал, что вообще любые преграды ему по плечу, что когда он выходит на старт, можно точно не сомневаться, что он покажет максимум того, на что он способен. Были трудности по ходу сезона с восстановлением формы после травмы. И вот к чемпионату России, к главному старту сезона для себя,
он подошел в идеальной форме. Он справился тоже и с короткой, с произвольной программой. И не было, как мы говорим, вот этих выездов, когда он спасает прыжок. Все было сделано уверенно, поэтому только наши аплодисменты и огромное уважение этому характеру, который он сегодня показал. Ну и, конечно, Петр Гуменник. Тут уже, безусловно, наконец-то золото чемпионата России, долгожданное. Я думаю, что для него этот титул сейчас очень важен, очень ценно, что он смог в такой конкуренции, в такой борьбе его завоевать. Да, не безошибочный прокат, но для Пети как раз-таки он исключение на этом старте, потому что для него не это главный старт сезона, и хочется, чтобы прокаты жизни все-таки у него были, конечно же, на его главном старте сезона. Да, действительно, Петр Гуменник допустил некоторые ошибки, которые, может быть, были незаметны для болельщиков, которые не так хорошо понимают, что же было не так. На самом деле, 2 каскада, получились 2-3 вместо из 2 тройных прыжков или четверного и тройного прыжка. Как ты думаешь, все-таки умно Петя делал, что добавлял тройной к этому двойному и не отдавал, скажем так, тех драгоценных баллов, которые мог бы отдать? Это не только умно, это еще и очень сложно, потому что, когда ты совершаешь такую ошибку, бабочку на первом прыжке, обычно это говорит, да, о том, что, ну, это неожиданно даже для самого спортсмена в моменте. Естественно, никто не планирует заранее допустить такую ошибку. И в моменте, когда что-то идет не так, настолько быстро, буквально за долю секунды успеть собраться и добавить каскад, так еще и как он сделал последним прыжком с тройным Ридбергером, это очень сложно. И да, пусть это была ошибка, но он сделал все, чтобы максимально вот нивелировать эти ошибки. И то, что он первый с таким запасом, мне кажется, еще раз нам говорит о том, какой вот запас прочности у него есть, насколько сложный набор он катает, который вот здесь позволил даже в такой серьезной борьбе все равно выиграть. Да, правда, Петя в своей произвольной программе, несмотря на ошибки, работал даже не как поэт четко, а как настоящий математик, складывал уравнения и в итоге досчитался всех каскадов, что на самом деле большая редкость, когда спортсмен срывает один из каскадов, и если вдруг дальше идет вращение, я просто по себе знаю, что ты вращаешься, и ты уже не считаешь обороты, ты не думаешь о том, на какой уровень ты сейчас делаешь это вращение, ты думаешь о том, ты просто считаешь в голове, что где, куда мне нужно добавить, чтобы, ну, хотя бы не потерять баллы. Даже там не идет речь о том, чтобы добавить баллы в себя, просто хотя бы не потерять. Это действительно очень сложная задача, с которой справляются немногие. И вот Петя, несмотря на высокие ожидания, собрался, не испугался, пошел и все сделал настолько, насколько он мог. Да, ну и возвращаясь, наверное, все-таки нужно, возвращаясь к произвольным программам наших мужчин, я имею в виду, нужно вспомнить про Евгения Семененко еще раз, я думаю, потому что все-таки выдал он 2 чистые программы, и короткую, и произвольную, и шикарный четверной Ридбергер показал сегодня в произвольной программе. Это тоже один из старших квадов, как это мы любим называть. Вот этот характер Евгения Семененко, мне кажется, что без такого характера невозможно занимать высокие места. Это вопрос Скани, потому что какой характер был у Анны Щербаковой. У меня сложилось впечатление, что у Жени Семененко есть зубы на лезвиях, потому что то, как он вынимал каждый прыжок, при этом делал его чисто, это просто это огромное впечатление. Да, это было видно и на этапах Гран-при. Более того, не первый сезон мы можем наблюдать за тем, что у Жени и вправду характер чемпионский. Он не отдает ни одного своего проката, ни одного элемента и абсолютно вот всегда работает на пределе своих возможностей. Вот в этом точно можно не сомневаться. Поэтому, наверное, я думаю, что у любого спортсмена из любого вида спорта всегда огромное уважение к людям, которые вот этот характер готовы демонстрировать из раза в раз. Ну, что я могу сказать, дорогие зрители? Все хорошее рано или поздно заканчивается, к сожалению. Но впереди самая приятная часть – это церемония награждения наших победителей и призеров.